Представьте, тысячи зараженных устройств по всему миру выполняют команды злоумышленника, парализуя сети и нарушая работу компаний. Но как киберспециалисты могут остановить это, если они не знают, как устроены атаки? В этом видео мы погрузимся в мир BIOP, инструмента для создания ботнетов, который помогает понять, как работают злоумышленники. Без этих знаний невозможно эффективно противодействовать атакам. Сегодня я расскажу вам, почему создание своего ботнета это не только полезно, но и необходимо в арсенале современного пентестера. А также продемонстрирую, как это сделать. Пока мы не начали, нажмите на кнопку подписаться, если вы этого еще не сделали. Здесь мы говорим о реальных инструментах и технологиях кибербезопасности, так как знаем об этом не понаслышке. И поставьте лайк, если узнали для себя что-то новое. Это мотивирует нас снимать для вас полезное видео. Также хочу сказать, что на YouTube мы стараемся максимально подробно рассказывать о использовании инструментов и уязвимостей, но так, чтобы не нарушать цензуру площадки, так как платформа ограничивает более глубокие и реальные демонстрации угроз. Но на нашем Patreon вы сможете увидеть больше видео и разборы того, что остается здесь за кадром. Там публикуются эксклюзивные видео по кибербезопасности, которые не проходят цензуру YouTube, и также все видео, которые есть здесь. Если хотите узнать, как защитить себя от реальных угроз и увидеть то, чего нельзя показывать на YouTube, переходите по ссылке в описании или через QR-код и поддержите нас на Patreon. Ну а теперь давайте вернемся к нашим ботнетам. Пентестеру может потребоваться создать свой ботнет для следующих целей. Это тестирование защиты от DDoS-атак, один из способов оценить стойкость инфраструктуры клиента к распределенным атакам, типа отказ в обслуживании, создать ботнет и симулировать реальную атаку. Это позволяет проверить, насколько эффективно работают меры защиты и инструменты обнаружения. Также это изучение методов управления ботнетами. Понимая, как управляются реальные ботнеты, пентестер может лучше защищать системы от подобных угроз. Создание собственного ботнета помогает изучить такие аспекты, как командно-контрольные серверы CNC, способы маскировки и коммуникационные протоколы. Тестирование, обнаружение и реагирование на угрозы. Создание ботнета позволяет проверить, насколько эффективно системы безопасности клиента способны идентифицировать и блокировать вредоносный трафик, поступающий от зараженных устройств. Обучение и исследования. Для пентестера, особенно в процессе обучения, создание ботнета позволяет экспериментировать с различными методами заражения и контроля устройств, что улучшает понимание работы вредоносного ПО и его распространения. Также оценка внутренней безопасности. В корпоративных сетях пентестер может использовать ботнет, чтобы определить, насколько легко внутренние системы могут быть скомпрометированы и использованы для дальнейших атак. Это позволяет выявить уязвимости в конфигурации сетей и безопасности конечных устройств. Создание ботнета для этих целей осуществляется в контролируемой и этичной среде, без намерения нанести ущерб, исключительно для повышения уровня киберзащиты и понимания возможных угроз. BIOP — это открытый исходный код постэксплуатационного фреймворка для студентов, исследователей и разработчиков. Он включает в себя такие функции, как сервер управления и контроля с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, генератор специальной полезной нагрузки для нескольких платформ и постэксплуатационные модули. Он разработан для того, чтобы позволить студентам и разработчикам легко реализовывать собственный код и добавлять новые интересные функции, без необходимости писать C2-сервер или инструмент удаленного администрирования с нуля. Что такое серверы C2? Их еще называют Command and Control или CNC. Это серверы, которые злоумышленники используют для управления зараженными устройствами или ботами в ботнете. Эти серверы позволяют атакующим отправлять команды на зараженные устройства, а также получать от них информацию. C2-серверы служат своего рода центром управления для ботнета или для других видов вредоносного ПО. Если подытожить, основные функции C2-серверов — это отправка команд и инструкций ботнетам, сбор данных, обновление вредоносного ПО, скрытность и маскировка. Теперь давайте перейдем к установке и работе с BIOP. Для начала необходимо обновить все пакеты Kali Linux. Далее необходимо загрузить код BIOP с GitHub. Помимо этого у вас уже должен быть установлен Python и Docker. Это займет какое-то время. После чего переходим в папку BIOP и проверяем ее содержимое. Нас интересует каталог графического интерфейса BIOP. Переходим в нее и смотрим содержимое. И здесь нас уже интересует три файла. Это startup.sh, requirements.txt и runpy. Сперва запустим startup.sh и дождемся завершения. Чтобы не вводить пароль каждый раз, переключимся на суперпользователя. Следующей командой создадим виртуальное окружение Python и активируем его.
Далее запустим файл requirements, который используется для управления зависимостью Python проекта. Он содержит список всех библиотек и их версий, необходимых для работы проекта. После завершения мы готовы к запуску BIOP. Здесь мы видим адрес нашего локального сервера. Открываем браузер и переходим по одному из них. Все замечательно, мы попадаем в интерфейс BIOP и можем приступать к работе. Но для начала необходимо пройти простейшую регистрацию. Для этого вводим желаемый логин и пароль. После чего необходимо авторизироваться с этими данными. И теперь мы готовы работать. Есть три основных вкладки. Это панель контроля, полезные нагрузки и загруженные файлы. Начать необходимо с вкладки Payloads, и здесь мы видим генератор полезной нагрузки. Есть два варианта. Это файл Python или исполняемый файл. Выбрав Python, достаточно будет просто нажать «Сгенерировать». А если мы выбираем исполняемый файл, то необходимо будет указать операционную систему и ее архитектуру. Я выберу Python, так как создается файл очень быстро, в отличие от исполняемого варианта. И теперь мы можем его скачать и просто поместить на тестовую машину для исследования и взаимодействия. Я не стану этого делать. YouTube ненароком узрит демонстрацию вредоносных действий, и вы не увидите видео с этим замечательным образовательным инструментом. Но вы должны понимать, что злоумышленник имеет миллион вариантов, как доставить файл на устройство жертвы. Итак, далее мы переходим в панель контроля, где будем видеть всех ботов на зараженных машинах. Также есть карта, на которой видно их географическое расположение. И далее слева мы видим все доступные модули для постэксплуатации. Первый — это Persistence, устанавливает постоянный доступ к цели, чтобы сохранить контроль после перезагрузки системы и удаления вредоносного файла. Следующий — это Keylogger. Я думаю, объяснять, что это, не нужно. Можно запустить Keylogger, остановить или загрузить журнал. Повышение привилегий. Попытка обойти UAC для повышения привилегий Windows. Следующий — это снифер пакетов. Может запускать пакетный анализатор. Останавливает запуск анализатора пакетов, а также загружает журнал на сервер. Скриншоттер. Делает снимок экрана текущего рабочего стола цели. Модуль для работы с Outlook. Собирает электронные письма из Outlook и загружает их на сервер. iCloud. Проверяет, кто на данный момент вошел в систему iCloud. Сканер портов. Введя IP-адрес, бот будет сканировать его на наличие портов с IP-адреса жертвы. Модуль управления процессом. Блокирует запуск определенных процессов на целевых машинах, например, антивирус. Может блокировать запуск процесса, уничтожить текущий процесс. Можно ввести имя целевого процесса, например, антивирус .exe. Также при работе с ботом у вас будет доступ к терминалу для взаимодействия с ним. Если возникают какие-то вопросы по работе с инструментом, вы можете прочитать FAQ и написать разработчикам в Discord. Возвращаясь к вопросу о легальности данного инструмента, первая вкладка FAQ нам об этом уведомляет, что все законно и легально и не является вредоносным. Как видим, это очень полезный инструмент для обучения, практики и понимания принципов такой угрозы, как ботнет и DDoS-атаки. Для синих командоров-защитников важно искать обратные вызовы, которые отправляют информацию на сервер управления и контроля. По сути, вам нужно искать шаблон обратных вызовов, что значит, что вы можете исследовать, почему все эти IP обращаются к одному конкретному серверу. Это поможет вам выяснить, что, например, сканирование или DDoS-атака выполняются ботнетами. На этом у меня все. Больше полезных видео на нашем Patreon. Увидимся.